Весенний лед на Ладожском озере еще держался, но уже начинал темнеть и потаивать. Рыбак, устроившийся с удочкой недалеко от поселка Свирица, вдруг услышал странный звук, что-то среднее между писком и тихим мяуканьем. Обернувшись, он не поверил своим глазам, по льду к нему медленно полз детеныш нерпы, крошечный, едва заметный на фоне серого весеннего льда. Его нижняя часть тела была слегка обморожена, но малыш упорно двигался к человеку, словно прося о помощи. «Эх ты, кроха!» – прошептал рыбак, разглядывая 4-килограммового белька. «Как же ты тут один оказался?» В глазах детеныша не было страха, только любопытство и какая-то совершенно несвойственная диким животным доверчивость. Когда рыбак осторожно взял его на руки, нерпенок даже не попытался сопротивляться, а наоборот, прижался теснее, словно ища тепла. Все дела были моментально забыты. Рыбак, даже не собрав снасти, поспешил к берегу, где его уже ждали сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих, которым он успел позвонить. Никто тогда не знал, что этот крошечный белек, самый маленький из всех, когда-либо попадавших в центр, станет одним из самых необычных их подопечных. В Центре реабилитации морских млекопитающих малыша назвали Крошиком. И очень скоро стало понятно, этот нерпенок совершенно особенный. Такого у нас еще не было, качал головой Вячеслав Алексеев, основатель фонда друзей Балтийской нерпы. Обычно нерпы дикие, сторонятся людей. А этот, он как домашний кот себя ведет. И правда, Крошик удивлял всех своим поведением. Он постоянно искал общения с людьми, лез на руки, требовал внимания и ласки. Когда кто-то из сотрудников проходил мимо его бассейна, нерпенок начинал громко звать, пока на него не обращали внимания. В то же время в центре находилась еще одна маленькая нерпа. Она вела себя как положено дикому животному, держалась отстраненно, старалась избегать контактов с людьми. Это делало поведение Крошика еще более необычным. «Смотрите», — говорила одна из сотрудниц центра, показывая на Крошика, который блаженно растянулся на руках у ветеринара, подставляя пузико для почесывания. «Он даже мурлычет почти как настоящий кот. Кто бы мог подумать, что нерпа может быть такой ласковой?» Постепенно Крошик набирал вес, его обморожения зажили, но характер оставался все таким же, человеколюбивым и игривым. Он научился играть с мячиком, радостно плескался в бассейне и каждый раз, когда к нему подходили сотрудники, смотрел на них своими большими глазами, словно спрашивая: «А меня погладит?». Весной 2016 года сотрудники центра решили, что пришло время выпускать Крошика на волю. Это было нелегкое решение, все привязались к ласковому нерпенку, но законы природы есть законы природы. «Давай, малыш, ты же дикое животное», — говорили они, спуская его в воду. «Там твой настоящий дом». Крошик поплескался в воде минут 15 и вернулся обратно. Он выбрался на берег и уверенно пополз к людям, всем своим видом показывая, что никуда уходить не собирается. Тогда сотрудники центра решили действовать иначе. Целый год они старались отучить Крошика от людей, говорили с ним строго, не гладили, не чесали пузика. Нерпа обиделась и стала общаться с людьми только за рыбу, сердито фыркая, если ему ничего не давали. Летом 2017 года предприняли вторую попытку. На этот раз Крошик продержался 3 недели. Но вместо того, чтобы жить обычной жизнью дикой нерпы, он начал терроризировать местных жителей, катался на катерах, воровал рыбу у рыбаков, даже укусил кого-то, когда тот не захотел с ним играть. «Все, хватит экспериментов», — решил Вячеслав Алексеев после этого случая. Похоже, наш Крошик сам выбрал свою судьбу. И нерпу вернули в центр, где он немедленно развалился на любимом месте, требовательно поглядывая на сотрудников, мол, ну что же вы, 2 дня не чесали, исправляйтесь. Теперь Крошик живет в центре постоянно. У него есть все, что нужно для счастья: просторный бассейн, любимые игрушки, свежая рыба и, самое главное, постоянное общение с людьми, которые он так любит. Чтобы он не обленился совсем, мы его дрессируем, рассказывает Вячеслав, показывая, как Крошик по команде хлопает ластами и приносит мячик. Хотя иногда мне кажется, что это он нас дрессирует, знает ведь, что стоит ему жалобно посмотреть, и мы все бросим и пойдем с ним играть. После каждого кормления Крошик обязательно требует десерт, массаж и почесывание боков. Он переворачивается на спину, подставляя пузико, и блаженно жмурится, совсем как домашний кот.
А если кто-то из сотрудников проходит мимо, не уделив ему внимания, обиженно фыркает и плещет водой. Если бы мы хотели вывести породу домашних нерп, шутит Вячеслав, то Крошек точно стал бы родоначальником. Хотя, наверное, он просто особенный, такой один на миллион. Так бывший дикий нерпенок стал настоящей звездой центра. К нему приезжают посетители со всей страны, чтобы увидеть это чудо, нерпу, которая выбрала жизнь с людьми. А сотрудники центра иногда в шутку говорят, что Крошек– это не просто нерпа, а кот в теле тюленя. Возможно, его история учит нас тому, что иногда стоит отпустить свои представления о том, как должно быть, и просто позволить каждому существу быть счастливым так, как оно того хочет. Ведь настоящий дом– это не обязательно то место, где ты родился, а то, где твое сердце чувствует себя на месте.